Всем привет! Я тащу печь, свою избу. Вы даже себе представить не можете, каким трудом мне достается эта печь. В самом начале пути, вообще где-то половину пути, мне помог Петруха, за что ему очень благодарна, потому что там самая жесть — это начало пути. Сейчас тоже жестко очень, но там еще жестче, там подъем в 5 километров. И мы с ним вдвоем тащили. Вот, потом наши пути разошлись. Почему? Не надо его осуждать, что он до конца со мной не пошел. Значит, есть на то причины. И у него, и у меня. Вот такие дела. Тащу печь. Это просто жесть. Вот сейчас подъем идет. Очень тяжко. Короче, у меня за спиной примерно минимум 50 килограмм. 50. Мой вес столько же примерно. Но вот этого я больше всего боялась. Мне сейчас будет очень тяжело это поднять. И главное не сломать волокуши, потому что волокуши у меня сборные, и они могут сломаться. Сейчас будет самый сложный отрезок пути. Это пройти через тайгу. Тут бурелом сплошной, он просто снегом завален. И огромные-огромные сугробы. И просто будет очень жестко идти. В общем-то, я взяла лыжи. Но эти лыжи не подходят для тайги. Меня часто спрашивают, почему я не на лыжах. Почему не на лыжах? Потому что это единственные лыжи, которые у меня есть. Они вообще не подходят. Кстати, всю эпопею с печкой я выкладывала в своей группе ВК. Вообще там все новости, фотографии и короткие вертикальные клипы я там делаю. Вот. И люди, которые там подписаны, они все новости знают про печку. Как она мне тяжело доставалась, откуда я ее тащила и все такое. Пошла Алина. Блин, наверное, нам, может, короче надо было сделать веревку. Да блин! Давай, заезжай! Алина может! Блин, там сук теперь. Да ёшкин кот же. Что ж такое?
Давай, Алина, ты можешь. Твою, надо было палки все-таки. Наверное. Какие бы лыжи не были, а я все-таки не проваливаюсь сильно в снег. Вот если бы я была без лыж, мне бы вот так было снега где-то вот так. Тут очень много снега. И бурелом под ним. Все-таки на лыжах лучше идется. Я уже палку взяла, но она вообще не помогает. Она, короче, видали, какая глубина снега? Вся палка просто утопла. Просто утопла. Я просто бы проваливалась в этот снег намертво, если бы не лыжи. Палка не помогает, я не могу ей оттолкнуться, она тонет. Я сделала это! Я молодец! Я молодец! Просто капец! Короче, я такая счастливая вообще. Я просто даже в это сама поверить не могу. Вот я на лыжах иду, обхожу избу, чтобы мне к ней спуститься, потому что там с волокушами не могу, слишком высокие сугробы. Сейчас буду волокуши принимать снизу. Вот даже здесь, под крышей, на крыше снега-то сколько, елы-палы. Зимой не могу ездить, печки-то нет, чистить. Вот, пеньки даже утонули, просто пеньки утонули в снегу. Ой, я боюсь, сейчас я скачусь, блин, сильно. И изба-то открыта, всю зиму стоит, некому закрыть-то. Хозяйка не ездит, потому что морозы. Как тут ночевать без печки? Вот так вот печку стащили, а труба осталась. Вон она. Но, надеюсь, теперь все будет по-другому. Видите, сколько снега? Это целая гора. Это, наверное, целая я. Это такой сугробина огромный. И смотрите, здесь зайцы бегали. Прям просто вот они здесь бегали возле избы моей. Это зайчьи следы. Радует то, что следов вообще ничьих нет. Никаких. Ни лыжных, ни снегоходных, ни человеческих, ни просто вообще никаких. И вот дровишки, которые я заготавливала. Не знаю. Я выползу потом. Блин, надо было их ближе подвести, ё-моё. Если реально утонуть. О, тут дерево же точно. Ё-моё, каких же трудов мне это стоило вообще. Что хотите там, пишите нафиг. А то такие сумные реально. Что ты ноешь, да что ты там то, да что ты там все. Встаньте с дивана и сделайте то, что я сделала. Я посмотрю, как вы заговорите. Вот простите, что я ругаюсь, но это так. Такие умники некоторые, блин.
Даже если вам кажется, что я иногда ною, вы пройдите мой путь. Я иду и делаю все равно. Иду и делаю, иду и делаю. Да, там, может, мне тяжело, может, я об этом говорю, но я здесь, а вы там. Вот, я это сделала. Я молодец. Сейчас еще эту печку надо как-то вытащить. Она потому что килограмм 25-30 где-то весит сама печь. Очень тяжелая. Сегодня 10 марта. У кого-то уже весна, там плюс 15. А у нас в Сибири это зима. Март это зима. Вот. И именно в это время нужно было вести печь. Это самое идеальное время. Вот. И погода мне подыграла очень сильно. Прям я очень ей благодарна. Потому что снежок выпал ночью. И все утро снег шел, пока я добиралась. Все время снег шел. Ну, практически. Потом он перестал идти. Вот. И он присыпал сложные участки вот в городе. Потому что печь пришлось через весь город тащить. Потому что в автобус с ней не сядешь. Пришлось до станции ее везти через город на волокушах. А в городе столько снега нет, сколько в тайге. Поэтому там проблемно было печь везти. И я очень рада, что выпал снег и все присыпало, и было везти идеально. Это вообще прям плюс. И хорошо, что Петруха мне помог довольно сложную часть пути, где-то полпути он мне помог. И через город протащить, и затащить в электричку, вытащить. Это самое сложное. Я бы вообще задолбалась затаскивать в электричку и вытаскивать. Причем это делать пришлось 2 раза, потому что первый раз сначала мы привезли печь в город. С другого совершенно места, тоже с тайги. И пришлось ее дома держать. А потом уже из дома, уже сюда. Вот такие вот дела. Ну, я это все в ВК рассказывала. Вот, короче, я сейчас очень много наболтала. Я не люблю столько болтать, но нужно было рассказать. Вот. Короче, если меня смотрят те, кто стащил мою печь, поверьте, карма вас настигнет. Вот, надеюсь, вам хоть маленько стыдно, что девчонка сама в такую даль, в тайгу тащит печь, чтобы спасти избу. Потому что я хочу, чтобы эта изба жила. И вообще я обещала хозяину этой избы, бывшему хозяину, что я буду за ней смотреть. Я ему обещала. Вот, он мне ее передал, когда он был жив еще, но сейчас его уже нет в живых. 2 года, наверное, как он умер. Вот, и я обещала, что я ее не брошу. Он сильно переживал, что изба остается без хозяина. Я сказала, что я ее не брошу и буду за ней смотреть. Мы с ним созванивались, обсуждали все. Вот, а потом я узнала, что он умер, не знаю от чего, но проблемы какие-то со здоровьем, видимо. Вот, и я не хочу эту избу бросать. Я хочу, чтобы она жила. Она без печи жить не будет. Изба просто сгниет. Это ж не просто изба, это полуземлянка. Это она выкопана снизу. Вот, и тут обязательно нужна печь. Я надеюсь, что те, кто ее украл, им хотя бы хоть стыдно, хоть капельку. Вот я надеюсь на это очень. Но если снова печь сопрут, я не знаю. Пусть вас ужасная карма настигнет. Те, кто ворует печи в таких местах. Разве можно в таежных избах печи воровать? Это вообще же смерти подобно. Вот представляете, я зимой бы пришла сюда, не зная, что тут печь украли. И как бы я тут ночевала без печи. Вот представьте, сколько снега в тайге. Без лыж вообще не пройдешь. Хотя я хожу иногда, но на лыжах, конечно, проще. Сейчас мне еще печку надо как-то кувыркнуть, чтобы она удачно у меня упала. Она тяжелая, ее перетащить просто сложно будет очень. Блин. Я хотела ее под крышу закинуть, а тут снег.
сравнялся с крышей. Придется ее так, наверное, как-то выкидывать. Блин. Я ее просто хочу за избой, хотя бы за избой положить. Я ее не просто физически не смогу куда-то далеко спрятать. Да если даже я ее спрячу далеко, я потом приду, когда снега не будет, я ее оттуда сама не вытащу одна. Это слишком тяжело. Поэтому я не могу ее далеко куда-то утащить, спрятать, там, как мне некоторые советуют, печку спрятать, закопать. Это нереально вообще. Она же тяжелая. Фу. А, кстати, вот здесь красиво очень, и на солнышке. Расскажу пока свои планы. Конечно, на снегу не камильфо сидеть. Но постараюсь побыстрее, а то я очень много болтаю. Потом фильм получается весь из болтовни не очень. Так вот. Здесь я, конечно, не могу ночевать, остаться, потому что холодно. Очень холодно. Печку же я не смогу установить. Это еще и трубы, и все. Но я уже объясняла. Много чего еще надо, всяких переделок делать. Самое главное, я доставила печь. Это самое тяжелое, самое трудное было. Я верила, я знала, что я могу. Я упрямая с детства. Вот хорошо, у меня такой характер стальной. Если я наметила себе цель, я буду просто видеть цель, не видеть препятствий, как там говорится. Ползти к цели, в общем. Не могу, значит, ползти. Хотя бы лежать в сторону цели, но буду. Вот. И я сейчас печь хочу здесь оставить и пойти в другую избу. До другой избы несколько километров идти. Вот, и там непонятно, что с дровами. Там всегда не очень с дровами. Я уже в ней не раз снимала фильмы. Или раз снимала. А нет, наверное, один раз я там только снимала. Там, где я в роднике купалась. Вот, и я хочу отсюда взять у себя дров. Они же у меня здесь есть все равно. Вот эти вот чурбаны. Несколько штук положить в волокуши и до туда довести. Там должен топор такой мощный быть. И попробую расколоть, потому что... Почему попробую? Потому что вот эти вот чурбаны, они все сучковатые внутри. Их будет тяжело колоть. Ну, короче, я хочу взять дров с собой, чтобы себя обеспечить. Потому что по такому снегу я там дров не найду просто. Я просто задолбаюсь по пояс снегу дрова искать. Все, я уже много болтаю, надо печку выкидывать. Ну давай, не подведи меня, Печура. Главное, самое тяжелое я сделала. Я прям рада. Ну, а печке придется побыть здесь. Снег будет стаивать. По мере стаивания печка вниз опустится. Он же не сразу резко стает. Постепенно, она постепенно уйдет на землю. Вот. О, по пояс почти снега, по бедра. Это я еще не до конца провалилась. Фу, сделала запись. Я всегда записи делаю. Стараюсь. Иногда бывает забываю, конечно. Так, что я, блин, так замерзла, капец. Хотела чаю горячего попить здесь, в избе. Что-то холодно, я уже есть хочу. Но все-таки надо, наверное, глотнуть горяченького. Я уже трясти начинает. А еще несколько километров до следующей избы идти. Я, наверное, сильно не буду снимать. Я и дорогу практически вообще не снимала, ну потому что, ну не до съемок реально просто. И из-за того, что я очень много болтаю, чтобы фильм вот таким длинным не получился, я буду мало снимать сегодня, наверное. Ну и завтра тоже, чтобы уложиться в определенное время, чтобы на 2 часа фильм не растянулся.
Хотя бы мне на какое-то время хватит этих дров. Если я их раскалю, они прям сильно сучковатые. Не знаю. Ну, лучше взять, чем ничего не взять. Сейчас главное это все смочь довести еще. Теперь еще в лыжи надо стегнуться. Опа, все. Так, а палки-то мне пока не нужны, они мне будут только мешать. Фух. Ну все, пока, изба. Теперь уже почти до лета. Хотела сказать до весны, так уже весна. У нас такая весна. Дверь специально оставила открытую, потому что уже весна, скоро снег начнет таять, и надо, чтобы она просыхала. Эта землянка, она очень влажная, очень сырая. Надо, чтобы просыхала. То, что она вот зиму была открыта, это плохо, конечно. А сейчас уже все, не надо закрывать дверь. Пускай просыхает. Еще бы выбраться мне сейчас. Ой. Волокушами. Думала, легче будет без печки. Блин, нифига с этими чурбанами не легче. Кстати, вокруг очень печальная картина. У нас же пихта гибнет. И просто тайга редеет. Просто редеет. Вот. Это просто ужас какой-то. Такая редкая. Но не во всех местах, а там, где именно пихты много росло. Уссурийский полиграф ее жрет. Завезенный кем-то искусственно. И страшно представить, что будет через 15-20 лет. Вот такие скверные дела. Такие плохие новости. Я честно говоря, думала, что мне до той избы гораздо легче будет вести волокуши. А нет. Нифига подобного. Чурбаны-то тяжелые. И вот любой подъемчик небольшой, абсолютно небольшой, который даже не заметен, все. Просто невозможно тянуть волокуши. Но я не жалуюсь, опять же. Я констатирую факт, объясняю людям, как еще объяснить. Вот понимаете, если бы я вам не объясняла, да, что так вот тяжело, и вы все равно даже себе представить не можете, как это тяжело. Все равно не можете. Но даже так я вот вам хотя бы объясняю. А если бы я не объясняла, вы бы же себе даже вообще ни представления не имели, как сюда была доставлена печь. И как это нелегко. И, кстати, очень хорошее было решение взять с собой лыжи. Потому что даже хоть они и не подходят для такой тайги, все равно я, по крайней мере, по пояс в сугробе не иду. Это уже плюс. Все, я выключаюсь, потому что просто нереально тащить этот груз. Надо вторую руку. Я такая довольна, как слон. Мне сейчас, я так думала, что будет попроще немножко. Ну, блин,
Это трындец. Понимаете? Вот я вышла на таежную такую дорогу промысловую. Вот. Наконец-то, кстати говоря. И думала, тут мне сейчас проще будет идти. Вот самое стрёмное, что даже небольшой пригорочек. Ну я уже сказала, да, об этом. Все, просто встреешь на одном месте. Лыжи, назад катятся. Надо было мне взять эти мазилки-то для лыж. Но дурная голова ногам покоя не дает. И все, я на месте просто трын-трын. Вот. Так, что я еще хотела сказать? Кстати говоря, пожалуйста, не заваливайте меня советами, ладно? Потому что, когда вы окажетесь вот здесь, вот тогда и поговорим. Вот. А кому не нравятся мои очки, купите мне новые, какие нравятся. Кому не нравятся мои лыжи, купите мне хорошие лыжи. Пожалуйста, я никому не запрещаю. Кому не нравится печь, купите и принесите мне в избу хорошую печь. И также со всем остальным. Такие дела. Какие огромные снежные шапки на деревьях. Не знаю, как вам объяснить, какого они размера. Как крыша избы, например, зимовья какого-нибудь. Огромные такие шапки. Просто нереальные. Красиво очень. Сугробы такие прям сильные. А март ведь. Этот снег еще будет таять очень долго. У нас бывает снег лежит и до июня, до мая, смотря когда какая погода. Но это я имею в виду в тайге, конечно. В городе-то уже снег очень быстро сходит. Но сейчас еще нормально в городе снега, но еще ночью сегодня присыпало вообще все дорожки замечательно. А так он уже там начинает, конечно, потаивать. Таких, естественно, сугробов в городе нет. А здесь в тайге он очень долго лежит. Особенно в тех участках, в которых, ё-моё, с места не могу сдвинуться, в которых мало солнца попадает. Там вот прям и в июне бывает, попадешь в такой участок, а там сугроб. Это не так часто, но бывает. Даже, по-моему, где-то я снимала в июне на столбах у нас. Но я здесь, надеюсь, что здесь уже в мае-то снег сойдет. Вот. Но идти сюда будет в мае проблематично по другой причине. Из-за того, что снега много, из-за того, что здесь, кстати, где я иду, прям по промысловой дороге, здесь ручей бежит все время. И тут всегда очень много воды, очень сложно ходить. Грязь, огромные лужи по колено. Тяжело вообще тут проходить. Я снимала, я ходила, есть у меня фильмы. И медведей много. Вот, кстати, я иду и думаю, март же, хоть бы медведи не проснулись. А то у нас на острове, у нас в городе есть остров такой, и там суслики живут. Много сусликов, прям ручных можно кормить. Вот. И суслики кое-где проснулись уже. А это говорит о том, что и медведи, значит, скоро встанут. Я вот иду и думаю, надеюсь, они еще спят. Так-то я медведя не боюсь, но сейчас встретить медведя это просто, это смертельно, я вам скажу. Потому что медведь сейчас, если проснется, это шатун будет. А шатуном бесполезно расходиться, с ним не разойдешься. Это очень опасный медведь. Поэтому в такое время года лучше медведей не встречать. Вот какой шарик снежный. Тоже очень огромный ком. Метет. Витрина. Вот сейчас, кстати, красиво очень. Вон как метет. А ветром сдует вот это все с деревьев. Опять будут некрасивые стоять лысые. А сейчас такая красота.
Люблю, когда деревья снегом присыпаны, украшены. Еще один идеально снежный шар, ровный. Вообще красавец. Такой огромный. Красотища. Солнышко маленько выглянуло. Так хорошо вообще. Просвечивает так сквозь пихты. Красота. В общем, оставила я волокуши. Мне надо пройтись и посмотреть, точно ли я правильно зашла. Тут ни троп, ни дорог нет. Зимой особенно туда вообще никто не ходит, не ездит. Мне надо убедиться, что я найду избу. А то я волокуши, представьте, потащу, а тут же тяжело их тащить. А потом назад вытаскивать. Короче, решила сначала просто на лыжах пройтись, потом обратно за волокушами, а потом опять. Представьте. Ну, потому что иначе тащить тяжело просто так. Смотрите, какой змей. Гусеница. Снежная гусеница. Классно. Одна, главное, такая снежная, красивая. Вот она, тайга. Лысеет. Реально лысеет. Ну, радует, что много молодой пихты растет. И молодую пихту уссурийский полиграф не трогает. Есть надежда, что, может, все-таки она поборется с ним. Все, бегу назад. Я увидела издалека избу. Все нормально, я зашла. Окей. Вот она, изба. Вот видите, вокруг нее вообще просто реально не видно, куда идти. То есть летом-то видно, где заходить, и то не сильно можно проскочить. А вот зимой сюда, походу, вообще никто зимой не ездит. Ну, может, крайне редко, раз в 100 лет. И никаких следов вообще нет, и снегом сильно засыпает. Прям сугробы такие сильные. Вот представляете, костровище. Его засыпало прям очень сильно. Вот тут вот лавка стоит, ну, за ним там. Ее просто вообще не видать. Ее полностью засыпало. И знаете, что я тут запереживала прям сильно? Вон, видите, труба торчит. Это баня. Труба торчит. А у избы труба не торчит. Это трындец. Капец снега. Там пол двери не видно за снегом.
капец. Что-то я не помню такого копца тут. Блин, главное, чтобы печка затопилась. Это вообще будет трэш, если не затопится. Ну привет, изба. Надеюсь, ты меня не подведешь сегодня. Трындец, товарищи. Это трындец. Печки нет. Я просто в шоке. Потому и трубы, видимо, не видно. Жесть. Что-то я не думаю, что ее украли. Может быть, хозяева хотят поменять печь или мало ли там что. Или может какую-то другую избу увезли. Ё-моё. Я дрова тащила. Жесть. Короче, я знаю здесь еще одну избу. Мне придется туда идти. Что делать? Ну это капец. Ну это капец. Тут, конечно, баня есть. Может, баня вообще ночевать. Вы не представляете, как я устала. Я вымоталась. Я так мечтала прийти и просто хоть 5 минут посидеть. Жесть. Жесть. Да что ж такое-то? Блин. Так, время 5. И даже если мне возвращаться назад, я просто, во-первых, у меня сил уже нет. Во-вторых, электричка через где-то 2,5 часа. Я за столько не дойду просто. Я не дойду. Ну это капец. Сейчас буду думать, что делать. Либо в избе, в бане ночевать, либо идти в другую избу. Короче, вот такая изба. Она так-то уютная, мне нравилось тут быть. И вот, все, печки нет. Печки нет. Ну это вообще трындец. Ну, с трубой забрали. Такое ощущение, что они либо ее в другую избу забрали, может даже сами хозяева, либо все-таки украли. Не знаю, если печки воруют здесь, но это просто трындец, это просто трындец. Ну что, товарищи, дожились мы. Дожились вот до такого. Я-то думала, я сейчас тут отдохну. Я прям реально не знаю, что мне делать, потому что ну, тут вроде бы, знаете, недалеко до избы, до той, до другой. Но с другой стороны, я так вымоталась, вы не представляете, я реально очень устала, очень. Я уже до сюда еле шла, потому что это как еще одну печь дотащить, я, блин, с дровами с этими. А тут главное, вот и дров немного есть, а печки нет. И фиг знает, что там в той-то избе. А вдруг там тоже печки нет. Товарищи, ну это капец, это промысловые избы, чтобы вы понимали. Это реально в тайге промысловые избы. Избы шишкарей. Нет, скорее всего, сами хозяева, наверное, печь куда-то. Они, может, ее менять будут. Тут же уже такая плохая печь была. Ну, блин, на зиму увезти это как надо? Это как надо поступать, блин, так на зиму увезти печь? И меня не предупредить, хозяин же меня знает. Вы же меня знаете. Почему, блин? Сложно было. Может, он, конечно, ничего не знает. Жесть. В бане как спать? Там печь, представляете, какая? Ого-го, я там реально буду париться в этой бане. И там, помню, дыра. Там что-то прогорело, по-моему, за печкой в прошлый раз я приходила.
Так, идем в баню посмотреть обстановку. Что если не сильно топить? Я не умру тут, интересно, от жары, если я здесь останусь. А, тут, кстати, какими-то листами дырку заделали. Ну, слушайте, если они дырку заделывали, значит, они планировали здесь какой-то ремонт делать. Блин, даже не знаю, что думать и что делать. Ну и как я здесь буду спать? Это трэш. Короче, та изба, которая тут еще одна есть, за которой я думаю идти, она очень большая. И там даже если печка, все нормально с ней, там очень тяжело будет ее протопить. Это много дров надо. Я не хочу чужие дрова трогать. А моих не хватит. Че, может как-то перекантоваться тут ночку, да, это? В бане в этой. Завтра с утра пораньше уйти. Блин, не знаю даже, что делать. Или пойти все-таки до той избы. Короче, я тут пошарилась, порылась. Тут топор должен же быть. Большой, тяжелый, я вам говорила. Его здесь просто нет. Либо он где-то под снегом зарыт, либо топор тоже унесли. Короче, я его нигде не вижу. Чем я дрова-то буду колоть? Вот это я встряла. Встряла, потому что я еще уехать-то не могу сегодня вообще домой. Потому что я просто не... Ну и у меня и времени не хватит дойти. Я сегодня весь день сюда шла. Уже 5 вечера. А я в 5 утра встала, чтобы вы понимали. Капец. Че, пойду попробую, наверное, до следующей избы схожу. Посмотрю, как там обстановка. Но если там какая-нибудь фигня, я уже не знаю, что делать. Придется как-то выживать в тайге. Такие дела. В общем, я в той избе взяла несколько сухих дровин. Все равно 3 штучки. Все равно печки там нет. Взяла 3 штучки, потому что они сухие, они расколоты на всякий случай. И еще хочу показать. Вот мне приходится на лыжах боком идти, потому что они просто катятся назад. И очень тяжело и медленно вот так вот по чуть-чуть тянуть волокуши. Просто хочу объяснить и показать, как реально тяжело. И тем более, что я уставшая, я весь день сегодня, весь день просто хожу. А подъем вообще никакой. Просто никакой. Его не заметишь, когда налегке идешь этот подъем. Вот. И мне еще тут дофига идти. Дофига. Это я просто объясняю, как все тяжело дается. Показываю вот. Вот так чуть-чуть проходишь. Елочка. Ой, блин. Чтобы не упасть. Тянешь немножко. Проходишь, еще и валишься. Они прям скользят, блин, лыжи. Тянешь маленько. И вот такая хрень просто. Хрень. А я сильно уставшая. Это я просто объясняю там диванным критикам, которые думают, что все в этой жизни так просто. Что Алина где-то там ходит возле дач, как мне некоторые говорят. И за ней операторы ходят, и рюкзаки ее таскают, и все такое. Если бы, блин. Если бы. И, короче, но это, конечно, вот так тащить, это самое сложное, вот этот пухляк, который... Не пухляк, а вот эти сугробы. Сейчас я дотащу до таежной дороги. И там тоже тяжело идти, но намного легче. Знаете, иду, размышляю. Думаю, это какими надо быть скотами. Реально скотами. Ну как вот их назвать еще? Этих людей, которые вот воруют печки. И вот так вот делают. Даже если хозяин сам что-то там с этой печкой сделал. Как можно избу на зиму оставить без печки?
Вот я же не знала, да, я ж не одна такая, может еще кто пойдет. Мало ли по каким причинам. И просто придет и все. Так же можно даже погибнуть в тайге зимой. Такой холод стоит. Это ладно, я найду выход всегда. Я найду выход. А если человек, не такой, как я, да, опыта мало. Это вообще трындец. Как можно таежную избу без печки оставить? Я просто не могу в себя прийти. Реально. Я не понимаю. Вот это вот вся эпопея сегодняшняя. Это же только из-за них, из-за тех, кто печку украл. Я здесь. Шарюсь вот так вот. Волокуши тяжелые таскаю. Туда-сюда бегаю. Печь эту тащила. А все из-за них. Если бы они печь не украли, этого всего бы и не было. Вот такие дела. Вот так вот. А вы говорите, Алина, будь добрее. Алина, будь добрее. Да куда добрее-то быть, ё-моё. Да просто всех грызть надо. Грызть надо. В этом мире, по-моему, надо грызть всех. Как в нем выживать, я не знаю. Просто какая-то жесть. Я расстроена. Я разочарована. Я надеюсь, что вся вот эта вот хренотень, которую я сегодня совершила, геройство мое, не пройдет даром. И что мою печь второй раз никто не утащит. Иначе это будет просто трындец, товарищ. Я просто реально разочаруюсь в людях. Потому что, я ни разу не слышала, чтобы из таежной избы утащили печь. Печь. Там ладно, пилу утащили. Инструменты у меня там все утащили. Все там утащили. Но печь. Это каким надо быть? Это же жизнь. Печь это жизнь. Все. Короче, я опять бросила волокуши. Бегала искать избу. Я нашла избу, конечно. Сейчас надо волокуши тащить. Я вообще уже ничего не снимаю. Мне вообще не до съемок. Я так устала. Вот видите, не знаю, на камере видно, нет. Бугры такие. Это все бурелом. Снегом присыпанный. Я там просто даже на лыжах не пройду и волокуши не протащу. И мне приходится... Вот я бегала, когда без волокуш. Вот так вот все обходить. И потом еще там прилично идти. Надеюсь, хоть там-то с избой все в порядке. Я уже отдохну, наконец. Вот такая у них баня здесь. Когда я тут последний раз была, в этой бане еще не было печки. Но я уже завтра буду смотреть. Я сегодня уже туда не пойду. Все, устала, мне вообще пофигу, есть ли там печка. Главное, чтобы вот тут была в избе. Вот. Вот в этой избе. Но эта изба большая. Не знаю, как я ее протоплю. Ну, как-то надо. Такая приперлась со своими дровами, блин. Наверное, только я так могу. Слава тебе, Господи, печка на месте. Такая тут изба. Тут, конечно, она большая. И окна такие большие. Не знаю. Наверное, ее долго надо там протапливать. Надеюсь, с печкой все в порядке. Печка вроде нормально все. Сейчас еще выйду сверху, посмотрю, труба торчит там.
Потому что, может, снегом забито. Ну, тут, короче, прям промысловая изба. Тут, видите, ходит народом много людей. Самое главное, что сейчас никого нет, и, надеюсь, никто не придет, потому что в будние дни вряд ли кто-то придет. Да и зимой вообще редко ходят в такие избы. В основном ходят, ездят, они не ходят, они ездят на всяких квадроциклах, снегоходах. Это ж не я пешком все. Это в конце лета, август, там сентябрь, когда шишка, на шишку ходят, шишку собирают. Вот, тогда вот, конечно, больше вероятность застать кого-то в избах. А зимой маловероятно. Так, вышла на улицу посмотреть, труба торчит довольно высоко. Это радует. Это очень радует. Что, наверное, только я со своими дровами в избу прихожу, блин. Так же хорошо, что я их принесла. Тут дров вообще очень мало. Итак, расклад такой. Я искала топор, я его не нашла. Блин, ну что за избы-то? Знаете, я почему свой топор не взяла? Потому что я знала, что на избе на той есть топор. Я сколько там была, он всегда там был. Поэтому я его не взяла. Получается, я без топора. Поколоть не могу большие свои эти. Но хорошо, если войдет туда, то полностью запихаю. В общем, это экстренная мне ночевка в этой избе. Я в ней вообще никогда вот не планировала ночевать и не хотела. Но так получилось. И если мне придется экстренно взять тут немножко дров. Ну вот эта вот часть моя, а вот эта вот часть их. И там еще на улице есть. Вот. Короче. Потому что иначе я просто задубею. Это уже называется выживание. Это экстренные меры. Придется так делать, придется. Тут с этим ничего не поделаешь. По сугробам, по этим, ну не пособираешь нифига. Да и уже поздно, я устала. Ну просто это капец. Я, конечно, когда сегодня собиралась печь тащить, я вот никак не думала, что такая фигня будет. Так, что тут у меня? Вот уже устала и ничего не соображаю. Не могу нифига. Сейчас стружки маленько наколу. Вот эти ветки, кстати, я принесла тоже от своей избы. Тащила. И колу. Печку я затопила. Надеюсь, она разгорится. Все нормально будет. Но сейчас надо ждать, чтобы разгорелось и тепло появилось. Когда уже там будет горячо все, там, конечно, все будет гореть. А сейчас очень сложно. Все холодное, все снежное. Надо закрывать. Все, поддувало я открыла. Буду ждать теперь, когда появится тепло. Поставила сразу чайник. Там, кстати, была, видимо, вода, она замерзла. Это мне в плюс вообще. Надеюсь, меня простят, что я возьму, потоплю лед. Вроде пока разгорается печка. Сначала она чуть не потухла. Ну, конечно, так себе горит, но горит. Я просто вообще замерзла. Ну, печка разгорелась, это уже хорошо. Как хорошо, что я принесла свои дрова. Даже если какие-то мои дрова туда не войдут, я их оставлю просто здесь, ну, как взамен. Они-то уж расколят, у них же топор-то, наверное, где-то есть, просто я его найти, наверное, не могу. Ой, как там хорошо. Как там тепло. Че я чаек попиваю, у меня же есть в термосе. И печеньку ем, потому что, ну, просто капец, потому что. Просто потому что. Жду, когда хоть немного теплее станет от печки, просто вообще отойти не могу. Уже все, вечер. На улице уже темнеет. А я тут сижу, трясусь. И надеюсь, что мне хватит дров
прожить до утра. А утром надо линять отсюда по-быстрому. Самое фиговое то, что я не взяла, что я, вернее, взяла спальник не самый теплый. Потому что я на ту избу именно надеялась. Я же вообще представить не могла, что там печки не будет. А та изба, она очень быстро нагревается, там всегда жарко. Я взяла пуховый спальник, но легкий, летний. Вот, и не брала никаких там утеплиц, просто термобелье и легкий спальник. Поэтому я, мне кажется, за ночь офигею здесь, в этой избе. Она огромная и такие окна большие. Она, короче, и ветер сильный на улице. Скорее всего, ее будут продувать быстро, а дров мало. Такие дела. Вот так я встряла. Ну ничего, я никогда не унываю. Я знаю, что я все смогу. До утра-то уж я точно проживу. Вот это реально у меня выживание сегодня. Вот это вот просто реально выживание. Во-первых, я столько километров, вы не представляете, намотала по такому снегу с тяжелым грузом. В избе немного потеплело, особенно у печки. А от печки отходишь, вот сюда, тут прям холодно. Так, у меня тут уже все сушится, я переодеваюсь. Грею вот так свои сапожки, которые с собой взяла, носки. Сейчас переобуваюсь в них. Вот там вот я развесила гамаши, они мне все мокрые. Куртка моя висит. Тут вот носки, пока один ботинок лыжный, потому что второй пока еще на мне. Я только еще одну ногу переобула. Штаны вот повесила. Все сушится. Высыхает, потому что ботинки вообще все промокли у меня. И носки все мокрые. Ноги мокрые, я замерзла. В общем, даже ни гамаши, ничего не помогло, такие сугробы. Вот таким образом сушусь, греюсь. Ноги вообще ледяные, мокрые. Блин, лыжные ботинки промокают. Но они не рассчитаны по сугробам-то ходить в лыжных ботинках. Потому что никто не ходит по тайге. Одна я, наверное. Хорошо, я вот эти вот с собой взяла, погрела. И такие высокие носки шерстяные из верблюжьей шерсти взяла. Порядки навожу больше для себя. Мне было спокойно посидеть. Тут везде мышиные какашки. А я лапшу, в принципе, буду. Ничего такого особенного. И поставлю, наверное, на горелке этот чайник. Потому что он так и не может никак закипеть. Потому что плитка работает... Ой, эта печка не во всю мощь работает. Вообще чайник уже почти, наверное, закипел. Но... Ладно, так быстрее просто. Так, а почему тут гвоздика никакого нет, чтобы как бы вот так. О, видите? Все, уже кипит. Надо, чтобы он маленько покипел. Потому что непонятно, что за вода. Конечно, скорее всего, это снег. Топленый уже. Главное, это сейчас не уронить все. Пусть маленько покипит. Я тут уже собралась кушать. Вот у меня лапша. Я уже ем мандаринку, потому что кушать хочется. Хватаю, хожу. Лук порезала, сейчас помидор порежу. Тут у меня тунец. Это салфетка, я вытираю все тут. И у меня еще есть вот такой муравейник. Если у меня влезет, я чай еще попью с муравейником. Вот мой ужин такой простой. Угу.
Ну почему у меня все время так случается? Какие-то трэши постоянно. Я голодная, как зверь. Да, лапша это вообще не полезный продукт, и смысла от нее никакого нет. Ну, это быстро. И все равно какую-то сытость дает. Она, значит, нефиг жрать много. Я целый день просто провозилась со всем этим. Ё-моё. Мои представления были совершенно другие, ну, как всегда. Но это же, как я говорю всегда, это же Алина. У нее по-другому не может быть. Благо, хоть эта изба с печью была. Вот единственное, что она слишком уж огромная. И еще и дров нет, и просто ее протопить нереально. А дрова, вы представьте, как я устала, сильно устала. И по вот такому сугробу, по которому еле идешь, даже на лыжах, где-то еще искать какие-то дрова. Таким трудом мне достается печь мою избу. Я надеюсь, что она там прослужит долго. Вышла на улицу перед сном. Хотела дымок из трубы снять, но не дотягивает вспышка. Не дотягивает. Ну, вот так вот все в ночи выглядит. Домик такой. Деревья скрипят, как будто кто-то там ходит. Ой, мама дорогая. Ой. Такая красота вокруг. Луна. Луна обалденная. И снег идет. Снег идет, и витрина сильный. Надо бежать в избу, потому что холодно. Холодно. Вот так вот банька выглядит. Вот такая шляпка тут белая. Как будто кто-то голову понурил. Грустит о чем-то. Пенек. Вот такая она ночная зимняя тайга. Именно зимняя, хоть и март месяц стоит. Отошла еще маленько в сторонку. Пофотать избу так красиво. Сейчас пофотала. Потом в конце будут фоточки. С луной прям взяла. Ну вот в камеру на видео она не входит прям с луной, а на фото входит. Красивые кадры такие получились. Все, бегом. Бегом. В избу. Ой, все же на улице, я бы тут умерла нафиг от холода. А там, смотрите, свет в окне. Тепло, уютно, как же хорошо-то. Конечно, ё-моё, не это самое. Много чурок-то я так не похалю, естественно. Может, хоть одну получится сэкономить. Блин, что за избы нынче пошли? Ну, капец. Печек нет, топоров нет. Ну, это реально трындец, товарищи. Ну, это же промысловые таежные избы. Как? Как нет топора? Не, он где-то есть. Фиг пойми где. Знаете, сейчас в магазинах такие невкусные муравейники стали делать. А вот это... Знаю я одну кафешку классную. Там все как домашнее. Хотя дома я тоже делала муравейник домашний. Но это вот как альтернатива по-быстрому. Зашел, купил и поехал. Вот я ни разу не мечтала в этой избе ночевать. Вот реально. Это какой-то капец. Изба большая, прогревается долго. Короче, знаете, она для зимних ночевок это просто дровожорка. Еще надо проявить смелость и пойти зубы почистить. Вот так вот, товарищи избачи.
Куда-то прятать топор. Хрен знает, где он. Может, конечно, где-нибудь под снегом. Но это трындец. Я отпилила кусок с горем пополам. Оно все сучковатое. Давай! О, ес! Да будет тепло! Давай, гори. Время 11. Ну, это так примерно. Я не смотрела. По ощущениям. Так, наверное, как-то вот так положу, чтобы они не совсем внизу стояли. Вдруг ночью в туалетик захочется. В общем, я произвела всю гигиену, которую должна произвести девушка. Да и, в общем-то, любой сознательный человек. Так, сначала я вот так хотела лечь. Потом подумала, во-первых, там полка мешает, а во-вторых, там холодно, а здесь теплее все-таки в печке. И решила вот прямо вот так вот на край лечь. Надеюсь, не свалюсь ночью. Так, котик тут со мной, кстати. Не думайте, что у меня его нет в этот раз. Я его просто в последнее время ношу все время в рюкзаке, потому что он совершенно у меня весь разлезся. И мне его надо опять перешивать. Но у меня совершенно не хватает времени. Такие дела. Поэтому он ездит в рюкзаке теперь. Потому что боюсь, что он у меня просто вообще весь разлезется и все. Не будет кота. Все. Такие дела. Наконец-то я лягу. О, как хорошо. Может, я, конечно, сразу сейчас не усну, а может, наоборот, вырубит. Но, по крайней мере, я полежу, о чем-то подумаю, как я это люблю делать. И, может, за этим и усну. Все, всем спокойной ночи, до утра. Надеюсь, никаких происшествий ночью не случится. Ну вот и утро наступило. Только вид из окна на баню. Я тут лежу, потолок разглядываю. Представляю, как вот это вот бензопилой распускали. Просто я сама тоже распускала, знаю, как это. И мне так интересно смотреть. Вот, где-то такие кривые немножко. Но в основном неплохие такие доски получились. Потолок такой более-менее нормальный. Каких потолков только я в избах не наблюдала. Доброе утро, земля. Ой, ну что я вам скажу, холодно. Но ночью я вообще не замерзла. Я вся закутанная была. Хоть и спальник не слишком-то теплый. Вот. А сейчас утром очень холодно. Под утро стало прям замерзать. Надо быстрее выходить, шевелиться и собираться, потому что печку я не затоплю, потому что просто нет дров. Да и, знаете, при желании можно было бы тут по сугробам полазить, да найти чего-нибудь. Но у меня просто нет желания. Зачем? Я сейчас быстренько позавтракаю, да соберусь, да пойду. Вот. Вчера уже почти ночью дровину нашла небольшую, я ее распилю и оставлю людям здесь, чтобы они пришли и было что затопить на первый раз. Вот.
Ночью плохо вообще спала, потому что мыши бегали. Прям по мне бегали мыши. Бегали по рюкзаку, и я все время боялась, что они мне дырку в рюкзаке прогрызут. И где-то они там вот там грызли, что-то там грызли. И, короче, вот так вот я плохо спала. Вчера мало того, что я так устала, еще и нифига не выспалась, получается. Вот, поэтому надо быстрее собираться и двигать домой. Потому что путь не близкий до станции, а потом еще ехать больше часа на электричке. Короче, я дома только совсем-совсем поздним вечером окажусь. Вот так вот. Снимать я буду очень мало. Мне кажется, я и так уже поднаболтала всего до финты. Ой. Мне надо вообще одеваться, наверное, и куртку, и теплые штаны. Короче, все на свете. Что-то не вижу у них термометра. Прям холодно очень. Мне кажется, мороз с утра. Руки сильно мерзнут. Надо быстрее сваливать отсюда. Иначе я дуба дам. По дороге-то я хоть шевелиться буду. Да избы нынче не те, блин. Ни топоров, ни дров, ни печек. Ужас какой-то. Сейчас на газу согрею. Растоплю, вернее, снег. Чтобы кашу себе заварить и с собой чай взять в дорогу. Газ замерз. Еле-еле идет это на полную мощность. Как бы вообще чайник закипел. Я думала еще потом поставить, потому что мне этого не хватит. Одна партия воды с трудом, но закипела. Набрала снега, поставила вторую. В надежде, что и вторая партия закипит. Потому что надо с собой кипяток взять. Путь не близкий, там где-нибудь еще покушать по дороге. Пока вторая партия грелась воды, газ аж отледенел. Вот на нем и не появился лед. Как он вообще выдержал, я не знаю. Но он еле-еле уже работал. Капец. Ну там его и мало уже. Ну, я успела нагреть, все нормально. Залила 2 термоса с собой.
Вот хоть маленько будет. Там еще 3 полежка оставалось. Их еще немножко. На одну топку хватит. Там дофига дров, но их все колоть надо. Топора нет. Дров хватает. Все, я собралась. Время 10 утра. По идее бы надо попозже чуть-чуть выйти, потому что электричка только совсем вечерняя есть. Если я рано приду, придется ждать. Так, ну, вот такая изба остается. В принципе, как и была. Сейчас все свое заберу. Вот, дровишки есть. Я сегодня с утра мерзла все время, лишь бы оставить дров. Вот, и вот там еще дровиха есть. Чайник, наверное, оставлю на плитке. Думаю, ничего такого страшного не случится, если он тут останется. Ну, вот такие дела. Что-то какой-то лютый холод, не пойму. Прям холодно очень. Как будто не минус 15, а минус 20. Ну, сейчас пойду, может, согреюсь. Тащить-то по снегу волокуши горячо будет. Хоть они и облегчились уже, но все равно тяжелые. Сами волокуши тяжелый, рюкзак плюс. Даже, наверное, пристегивать не буду. Чехол от лыж. Не потерять бы. Ну все, пока изба. Спасибо за приют. Хоть какая-то изба меня спасла. 3 избы посетила. И только в одной смогла остаться. И то с дровами проблема. Такая ерунда. Это хорошо, я тут много изб знаю в округе. Вообще во многих здесь километрах я знаю много изб. И это меня спасает. А представьте, я бы не знала. Пришлось бы мне у Надьи ночевать в тайге. Тут от снегохода есть дорожка. А я вчера с другой стороны заходила, мучилась там по этому сугробам этим. А по снегоходному легче идти, потому что палка не проваливается, снег. Можно упираться. Вот. Ну и волокуши сегодня, конечно, намного легче едут,
Вчера я с ними столько промучилась. С этим, зато с дровами пришла. Представляете, вот у меня все-таки чуйка какая, что дрова нужны были. Конечно, всегда можно дрова найти в тайге. Но по таким сугробам, когда ты сильно уставший, замерзший, уставший, столько проходил, конечно, хочется прийти, чтобы дрова уже были. И погреться скорее. На первую кладку всегда должны быть дрова. Это закон тайги. Поэтому я тоже оставила дров. Вот. Чтобы человек мог прийти и сразу уставший, замерзший, согреться, печку затопить. А потом он уже, когда немножко начнет изба прогреваться, уже можно делать другие какие-то дела и дрова поколоть. Вот. С топором я, конечно, как всегда промахнулась. Но кто его знал, что там печь утащат в той избе. Там всегда топор был. Я же на нее рассчитывала, и поэтому не стала ничего брать-то толком. Кто его знал, что так будет. Свежие заячьи следы. Прям свежие. С утра уже бегал. Может, даже где-то рядом. Они зимой белые, их вообще не увидишь. Они замирают, сидят, так и фиг разглядишь. Как сугробик. Птички поют. Мороз и солнце, день чудесный. Красиво все-таки в тайге. И зимой, и летом. Здесь еще такие поредевшие она. А когда она такая пушистая, вообще так здорово. Их несколько было зайцев, они вот все истоптали. Вот веточки грызли. Вон даже какашки их валяются, маленькие. Все в зайчих следах, надо же. Вот здесь прям видно лапки. Ой, это классно. Вон они все. Несколько их тут бегало. Вот здесь, кстати, попушистей тогда. Красивая. Пихта вот эта целая, надо же. Огромная. Не съели ее полиграфы. И вот рядом. А рядом это уже кедр стоит. Вот она, таежная дорога. Промысловая таежная дорога. Красивая. Пихты молоденькие по краям, снегу. Сугробы по пояс. А вон тут, мне кажется, даже выше. И просто таежная дорога. Это вчерашний мой след от волокуш. Больше других следов никаких нет. Хорошо так. Иду, наслаждаюсь. Даже снимать не хочется. Вот сегодня я просто реально кайфую. Волокуши не слишком тяжелые. Вообще, по сравнению со вчерашним, они просто пушинка. Вот. Ну, где-то где в горочку, там, конечно, тормозят немного. А так вообще вести хорошо. Тишина. Где-то лишь иногда ветер немножко завывает. Птицы поют, солнце светит. Так хорошо в тайге. Иду, вообще не спешу. Время у меня есть, полно до вечерней электрички. Раньше все равно электрички нет. Поэтому иду очень медленно. Все смотрю вокруг. Зайцев выискиваю. Вот, может, какое-то другое зверье. Они прячутся, звери. Здесь, в дикой тайге, звери прячутся, потому что они людей боятся.
Очередной снежный шарик. Даже как будто бы несколько подряд. И вон там еще один. Прикольно так. Как же сегодня хорошо. А я еще иду и согрелась. Мне вообще хорошо. Я в избе больше мерзла, чем в пути. И тут такой красивый лес. Такие пихты снегом обсыпанные. Вроде ветер такой был, и их не сдуло. Просто вообще красотень. Иду, любуюсь, радуюсь. Второй час в дороге. Часа полтора. Там еще след какой-то увидела. Снегоходный вдруг. Туда, в тайгу. В другое место дороги. И пошла, лакуши бросила. Думаю, что время у меня есть. Пошла по следу, думала, вдруг там еще избу найду. Вот меня спрашивают, как избу найти. Вот зимой по следам можно только так найти. Зима — это предатель. Я поэтому, с одной стороны, мне нравится, что я могу найти по следам, да, что-то. А с другой стороны, не нравится. Потому что другие тоже могут найти. Но я ничего там не нашла, потому что след был очень далеко. Я пришла так прилично, а он все не заканчивался. Поэтому я решила дальше не идти, потому что непонятно, куда он ведет. Вот. На снегоходе там много куда уехать можно по тайге-то. А я ж пешком, на лыжах. Вот, прогулялась. Вернулась, лакуши забрала, иду. Вообще, кайфую. Просто сегодня полный кайф. В отличие от вчерашнего дня. Вчера я, конечно, напревозмогалась с тяжелым грузом. Столько часов я вчера находила, да и километраж там не маленький получился. Еще учитывая, что такой груз. Вот. А сегодня, знаете, налегке-то можно быстро дойти. Я ж быстро хожу так-то, если без съемки. Но я иду, не тороплюсь, кайфую, наслаждаюсь. Тем более, что мне зачем рано приходить-то? Электрички все равно не будет. Так что вот. Не снимаю. Ничего не снимаю, неохота снимать. Да и так уже наснимала, там много наболтала всего. Просто иду и наслаждаюсь тайгой. Солнцем, птицами, тишиной, одиночеством. Снег скрипит, птицы поют. Очень хорошо на душе. До электрички времени еще где-то около 4 часов, может чуть поменьше. Я дальше, наверное, снимать не буду. Что-то иду такая вообще на расслабоне. Камеру даже доставать неохота. Решила, что лучше побыть самой с собой, со своими мыслями. Вот. Всем, кому понравился мой фильм, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарий. У кого не работает YouTube, подписывайтесь на Дзен. Да, там много рекламы, но с этим ничего не поделаешь. На YouTube тоже много рекламы, это в России ее нет. Потому что монетизацию отключили. Вот все и привыкли без рекламы смотреть. Она везде есть. Можно уж рекламу чуть-чуть потерпеть ради автора. Хотя бы. Вы же бесплатно смотрите. Можно не ворчать по поводу рекламы-то. Мне хоть какая-то копейка с этого идет. До встречи на моих платформах. Всем пока-пока.